Кыргызстан декриминализировал употребление наркотиков в 2007 году. Штраф за небольшие размеры составлял около $20. После этого мы видим, что статистика по задержанию с небольшими размерами вплоть до 2018 года имеет тенденцию снижения. В 2019 году произошла реформа в рамках гуманизации, депенализации. Она коснулась и статей о наркотиках, в которых в основном изменились наказания в пользу штрафов. Штрафы были внесены и за небольшой размер, и за крупный размер. Что показала практика, так это то, что количество задержаний стали резко увеличиваться. Причиной этому размеры штрафов. Штрафы увеличились в 60 раз по сравнению с самым минимальным размером и в 30 раз по сравнению с максимальным. Для сравнения, за крупный размер штраф стал $4500, за небольшой размер штраф стал около $400. На практике эти вещи говорили о том, что люди, которые не смогут заплатить штраф в течение месяца, штраф удваивается. Если в течение следующих 2 вы также не оплачиваете штраф, то даже за небольшой размер вступает в силу 351 статья от 2,5 до 5 лет лишения свободы. На данный момент в Кыргызстане снова проходит реформа, и с 1 декабря 2021 года уже подписаны новые кодексы, которые вступают в силу. И в этих кодексах мы видим изменения, то есть 2,5 года мы говорили о том, что гуманизации не будет, потому что сумма штрафа является очень большой, и она не может применяться к людям, а если и может, то, наверное, к очень маленькому проценту, это тоже должны быть дети олигархов. С новыми кодексами мы видим, что штрафы снизились в 3-4 раза в зависимости от того, большой это размер или небольшой. И главное отличие мы увидели в том, что с внедрением гуманизации, то есть в 2019 году многие статьи носили в себе двойное наказание. Ну, например, за небольшой размер вы получали штраф с ограничением свободы. За крупный размер вы получали лишение свободы со штрафом. Это тоже влияло на людей, потому как страна наша не очень богатая, предприятий и возможностей погасить долг в местах лишения свободы нету. И у людей получался замкнутый круг, когда наказание их на многие годы вперед лишало возможности быть свободным и защищенным человеком. А в целом у нас вступают новые законы, они сейчас на стадии того, что мы их анализируем, и, естественно, в ближайшее время, после Нового года, мы хотим приступить к мониторингу, потому что очень часто в нашем случае, что написано в законе, и то, что является собой правоприменительная практика, это 2 разные вещи.